солнышко, я очень рада видеть тебя на своем канале. Меня зовут Дора, и в этом видео я хочу показать вам новые секреты, лайфхаки и удивительные вещи в игре Toca Life World. Я не снимала секретики несколько месяцев, и поверьте, за это время я успела найти много чего интересного. Так что я уверена, что хотя бы одну вещь из этого видео вы 100% не будете знать. Ну а если вам стало интересно, то скорее заваривайте чаек, приготавливайте вкусняшки. Ну а мы начинаем! Итак, первый интересный секрет, который я хочу вам показать. Мне кажется, что его точно почти никто не знает. В наборе «Лучшие друзья», который вышел недавно, нам добавили вот такие вот нитки со спицами. Так вот, если мы с вами возьмем эти нитки и наденем на голову, то у нас на голове появится вот такая красивая разноцветная шапка. А еще, кстати, если на них нажать, то можно сделать вид, как будто вы вяжете. В общем, если вы хотите себе самую оригинальную шапку, то обязательно пользуйтесь этим лайфхаком. Вот вам еще один классный лайфхак. Вы знали, что в старшей школе на вот этих шкафчиках можно сидеть? Я узнала это совершенно случайно, и мне кажется, что это очень круто. Не знаю, правда, как персонажи вообще сюда умудряются садиться, ну ладно. Давайте посетим задний двор школы. Здесь стоит такой обычный мальчик со своим ланчбоксом, но вы когда-нибудь задумывались о том, что у него на голове сидит настоящая собака? Да, это живая собака, которую можно одевать другим персонажам на голову. И причем не только персонажам, но также монстрикам, животным и даже насекомым. А вот вам еще одна секретка с животным. Для этого отправляемся в ресторан Krill Grill. Идем ко входу и находим здесь зеленую мусорку. Ну, казалось бы, просто обычная мусорка. Но нет, оказывается, что в ней живет вот такой милый енотик. Ладно, давайте вернем его на свое место и не будем мешать. Идем с вами в бесплатный магазин. И забираем отсюда вот таких вот веселых попугайчиков. Так, теперь мы с вами заходим в дом и достаем пробковую доску. И прикол в том, что попугаев в Токе можно крепить на пробковую доску. Мне кажется, это как-то странно, потому что, ну, это же живые птицы. Смотрите, они могут моргать, издавать звуки. Кормить их тоже можно. В общем, Тока не перестает удивлять. Теперь идем с вами в ресторан на второй этаж. В этой локации есть такое черное пианино. Но знали ли вы, что на нем могут лежать персонажи? То есть, да, вы можете просто взять и положить туда персонажа и сделать вид, как будто он уснул. Оказывается, очень много ребят не знают, что на свалке можно отодвинуть вот этот куст, и за ним будет прятаться транспорт для крампетов. Это вот такая вот очень крутая тачка, и на ней можно кого-нибудь покатать. А еще можно отодвинуть куст возле этой машины и получить бесплатные денежки. Следующий секрет, ну, очень необычный. Для этого нам нужно с вами отправиться вот на эту улицу. Здесь находится детский сад, школа и так далее. Но ни в какие локации нам заходить не нужно. Секрет заключается в том, что на этой карте находится вот такая сова. И если на нее нажать, то она издаст звук. Мне кажется, это очень забавно, потому что если нажимать на другие предметы на карте, то с ними ничего происходить не будет. А эта сова может вот так вот увукать. Забираем у кого-нибудь детей и идем на почту. Листаем вниз и ищем вот такие костюмы из мультфильма «Губка Боб». Так вот, оказывается, что эти костюмы можно надевать на детей. И получается вот такие вот мини-персонажи. Мне кажется, что это выглядит довольно забавно. Такие вот у меня теперь есть мини-Спанч Боб и Патрик. А сейчас я хочу вам показать очень классную пасхалку, которую я нашла сама. Для этого нам нужно зайти на первый этаж творческого дома. Здесь стоит ваза с нарисованными крампетами. Но вы знали, что все эти 3 крампета действительно есть в игре? И для вас я сейчас покажу, где их найти. Первого крампета можно найти в локации аэропорт. Его нужно достать из этого автомата. Второй крампет-фермер живет на этой локации за маленькой дверкой. Ну и третьего крампета можно найти в зоомагазине в последнем домике. И да, действительно, смотрите, именно эти крампеты изображены на самой вазе. Но так как это очень старинная ваза, мне кажется, что этим крампетам тоже где-то уже лет 1000. Да, вот такой вот очень интересный факт. Идем на минус первый этаж больницы. Вы знали, что если нажать на вот эту трубу, где нарисована футболка, то из нее выпадет алмаз, а также очень много одежды. Одежда здесь как для пациентов, так и для врачей и рабочих. Ну и, конечно, вот такой красивый голубенький кристаллик. Для следующего секрета нам нужно построить 3-этажный отель и отправиться на 3-й этаж. Скорее всего, многие об этом знают, но все же я хочу показать, что возле лифта находится дверь секреткой, и здесь можно открыть такую маленькую комнату для крампетов. И, кстати, это единственная секретка в креаторе домов. Дальше нам с вами нужно пойти вот в эту локацию и окунуться в воду. Ну, в общем, ныряем вниз. На самом деле, я очень долго этого не замечала, но в воде есть такой абсолютно непримечательный камень. Но если на него нажать, то нам откроется осьминог-ленивец. Такой вот миленький обитатель этого океана. А теперь хочу вам показать такой прикольчик, который находится в моем доме. Да-да, именно в моем. Заходим на первый этаж и идем в мой коридор. Так вот, я вообще это не знала, но оказывается, что на мое окно, которое находится сверху, можно класть вещи. То есть это получается такая мини-полочка, и это очень круто, потому что я вообще заметила это случайно. Так что, если вы вдруг тоже живете в моем доме, но вам не хватает полок, то обязательно пользуйтесь этим лайфхаком. Давайте достанем какой-нибудь унитаз, например, золотой. Так вот, вы знали, что если посадить персонажа на закрытый унитаз и нажать, то он будет издавать вот такие звуки? Блин, если честно, то я об этом не знала.
Так, все, Джонатан, хватит это делать, слезь с унитаза. Для следующего лайфхака мы с вами заходим в креатор персонажей. Создаем абсолютно любого персонажа, делаем ему вот такую улыбку. Это самое главное. Теперь выходим и идем в торговый центр на 2-й этаж. Суть в том, что если мы посадим этого персонажа на массажер и включим его, то у него потечет слюна. Если мы посадим сюда других персонажей, то такого не будет, как видите. В общем, мне кажется, это очень прикольно, и вы можете использовать это для своих видео. Идем в креатор и достаем прибор, с помощью которого можно делать напитки. Но вы знали, что напитки можно делать не только из вкусных фруктов, но, например, еще из испорченной еды. Давайте закинем сюда, например, вот такое подгоревшее блюдо и попробуем сделать напиток. Ой, он получается такой черный, невкусный. В общем, если вы не хотите отравиться, то лучше не пробуйте. Теперь я хочу попробовать сделать один баг. Для этого нам нужно достать какую-нибудь кроватку, а также стол для подарков. Теперь достаем какие-нибудь красивые подушки. Смотрите, просто так их нельзя поставить на место других подушек. Но если мы их запакуем и распакуем в кровати, то у нас получится кровать с другими подушками. Правда, если положить сюда персонажа, то подушка пропадет. Хотя нет, когда персонаж спит, этого незаметно. В общем, мне кажется, что это очень классный лайфхак для вашего обустройства. В больнице на -1 этаже есть вот такой миленький робот-уборщик. А теперь давайте нальем ему кофе и напоим его. И тогда у него вместо лица появится вот такое сердечко. А еще может получиться шестеренка. Давайте и этому маленькому дадим кофе. Кстати, я заметила, что этого робота тоже можно напоить. Давайте достанем обычный душ и какую-нибудь кружку. Так вот, вы знали, что из душа тоже можно набирать воду? И причем получается не просто вода, а вода с пузырьками. Давайте, например, достанем раковину и попробуем отсюда тоже налить воду. Смотрите, из раковины вода налилась обычная, а вот здесь выходит какой-то пар. Идем на свалку. Вы знали, что вот этот черный ящик можно вешать на различные крючки, прямо как одежду. Давайте попробуем повесить его куда-нибудь в креаторе, например, вот на эти крючки. А вот на эти крючки почему-то не получается. Но зато его можно прикрепить на пробковую доску. Не знаю, кому такой лайфхак понадобится, но вдруг вы хотите, чтобы у вас на пробковой доске висел вот такой вот сундук. Можете туда что-нибудь сложить. Заходим на локацию фестиваля овощей. А вы замечали, что в конце этой локации можно услышать чей-то храп? Если честно, немножко жутко это услышать, но на самом деле ничего страшного, потому что этот храп издает Крампет, который живет вот в этой тыкве. У него тут даже есть своя морковка, давайте его покормим. Так, все, и спрячем, пусть спит дальше. Идем в семейный дом. Вы когда-нибудь замечали, что у девочки в комнате на потолке есть наклейки, которые светятся в темноте? Блин, было бы прикольно, если бы в креатор тоже такие добавили. Заходим в школу на 2-й этаж. Здесь есть вот такой вот стеллаж с предметами. Так вот, сюда можно поставить персонажа и спрятать. Его здесь точно никто не найдет. Мне кажется, это просто отличное место, если вы вдруг захотите с кем-нибудь поиграть в прятки. Теперь давайте с вами создадим вот такой ресторан и зайдем внутрь. Так вот, вы знали, что за окно этого ресторана можно ставить ковры? Не все, правда, только маленькие, но все равно мне кажется, что это довольно забавно. Вообще, это баг, но я все равно решила вам его показать. Ну что ж, солнышко, на этом все. Вот такое видео у меня получилось. Обязательно пишите в комментариях, узнали вы что-то новенькое из этого видео или нет. Мне будет очень интересно почитать. Ну что ж, солнышко, на этом все. Большое спасибо тебе за просмотр. Не забывай подписываться на мой канал, ставить лайки и писать приятные комментарии. А также не забывай смотреть мои другие видеоролики, которые сейчас появились на экране, потому что они тоже очень интересные. Всем большое спасибо за просмотр, всех очень сильно люблю и всем пока-пока!